Всех приветствую на своем канале. Сегодняшний обзор будет посвящен копии автомобиля в кузове Универсал ВАЗ-2104, но не советского производителя, а китайской компании Bauer. Данная копия ВАЗ-2104 производилась на этом предприятии по некоторым данным с 2008 года. Дата окончания производства точно неизвестна, но в каталоге продукции Bauer 2012 года она еще упоминается. Реальный автомобиль ВАЗ-2104 «Жигули» в кузове «Универсал» производился с 1984 по 2012 год и был разработан на Волжском автомобильном заводе. Этот автомобиль вытеснил в 1986 году с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102, и по сути ВАЗ-2104 стал последним заднеприводным универсалом этого завода. В последние годы автомобиль производился на Ижевском автозаводе. Всего за весь период было произведено более 1 миллиона этих автомобилей разных модификаций. Я обычно не склонен к покупке и коллекционированию моделей китайского производства, так как мне больше по душе все-таки автомобили, сделанные в советское время. Но когда я увидел этот ВАЗ-2104, то мне очень захотелось, чтобы он у меня появился на полке. На всякий случай поясню, что на момент его покупки журнальных серий, например, «Автолегенды СССР», еще не было в продаже у нас в городе. А этот экземпляр ВАЗ-2104 по цене был доступным и внешне значительно более детализированным, чем саратовские «Жигули». И в принципе других вариантов на тот момент на рынке практически и не было. Не знаю, как правильно назвать этот вариант ВАЗ-2104 от Bauer, но сам производитель называет это изделие моделью в масштабе 1:43. По моему мнению, это что-то среднее между игрушкой и моделью. Учитывая тот факт, что в советские времена такая модель не производилась и на полках у коллекционеров ее явно не хватало, то скорее всего в компании Bauer решили этот пробел заполнить, выпустив этот экземпляр в 2008 году. И на тот момент, наверное, это было оправдано и вызвало одобрение у части коллекционеров, которые поставили себе на полочку этот экземпляр. Также она пользовалась популярностью как донор для конверсий. Позже ВАЗ-2104 от Bauer стал не так востребован из-за появления на рынке журнальных серий и моделей других производителей. Кузов этого ВАЗ-2104 выполнен из металла, а все остальное из пластика. Передняя часть кузова по геометрии далека от оригинала, но все-таки узнаваема. Открывающимися деталями являются только передние двери. Днище модели полностью пластиковое, и на нем даже есть некоторая имитация ходовой и выхлопной систем. Причем в отличие от того же саратовского ВАЗ-2105 или журнального варианта, на днище ВАЗ-2104 есть задняя часть глушителя отдельной деталью. Передняя и задняя подвески подпружинены, что является одним из плюсов этого автомобиля. Также есть как передние, так и задние брызговики. Хотя в реальном автомобиле передние брызговики с завода не ставились. На модели присутствуют дворники на переднем и заднем стекле, боковые зеркала на дверях и зеркало в салоне. Также есть сзади название «Жигули 1500» и дублированный стоп-сигнал на заднем стекле, которого в оригинальном автомобиле не было. Салон этого автомобиля хоть и грубо, но довольно реалистично проработан. Это касается сидений, передней панели приборов, солнцезащитных козырьков, педалей, внутренней части передних дверей. Все это, конечно, придает модели реалистичности, но о правильности пропорций говорить не приходится, так как некоторые детали уж сильно увеличены. Схожесть с реальным автомобилем, безусловно, присутствует, но все-таки и неточности достаточно. Первое, что бросается в глаза и делает этот ВАЗ-2104 грубым и игрушечным, это обилие серебрянки на рамках дверей, окон и дверных ручках. Далее следуют рамки для номерных знаков, уж слишком они огромные. Про геометрию кузова в передней части я уже говорил. Если поставить рядом саратовский ВАЗ-2105, с которым прежде всего хочется сравнить, то получается вот такая вот картинка. Это если рассматривать их спереди. Вроде как за счет фар, решетки радиатора и дворников китайская модель смотрится интереснее. Вид сверху показывает, что китайская модель с более длинной передней частью и другим капотом. Вид сбоку также подтверждает, что передние крылья у китайской модели длиннее.
Но вот рамки дверей хоть и в серебрянке, но выглядят более реалистично, чем в саратовском ВАЗ-2105. Причем как снаружи, так и внутри. Вид снизу показывает, что саратовский вариант во всем лучше без сомнений, кроме отсутствующих брызговиков. Глушитель отдельной деталью, конечно, выглядит интересно, но в реальности не такой он большой. Колеса на китайском варианте выглядят более реалистично, но не так красиво из-за отсутствия хрома. Кстати, покрышки идут резиновые и довольно легко снимаются с пластикового диска, который для простоты сделан по бокам с вырезами. Также можно визуально сравнить с единственным саратовским универсалом серии автомобилей ВАЗ-2102. Ну а тут разве что по форме задней части можно какие-то проводить аналогии. Во всем остальном они сильно разные. Сравнить вживую с ВАЗ-2104 и журнальной серии «Автолегенды СССР» у меня нет возможности, потому постараюсь это сделать фотографиями. По ним можно увидеть, что журнальная версия не сильно далеко ушла по качеству от Bauer, хотя передняя часть и оптика сделана гораздо лучше. Но прорези воздухозапорника на капот забыли сделать в «Автолегендах», и днище проработано немного хуже, чем у Bauer. Также в «Автолегендах» забыли нанести на корпус подсветки номера названия модели, о чем не забыли в модели от Bauer. Явным преимуществом модели от Bauer является то, что она производилась в нескольких цветах, оси колес подпружинены, а сам автомобиль упаковался в коробку, в отличие от журнальной версии. Ну и наличие открывающихся передних дверей у Bauer добавляет еще один жирный плюс. Для разборки ВАЗ-2104 нужно открутить два шурупа и отсоединить днище от кузова. Никаких бамперов или дверей для этого отсоединять не нужно. Все снимается очень быстро. Изнутри автомобиль выглядит менее приглядно. Видны огрехи в покраске и неаккуратность в распайке пластиковых деталей. Для того, чтобы добраться до пружинок амортизаторов, нужно открутить еще два шурупа в передней и задней части. Упаковка модели состояла из коробки с прозрачным окошком и картонной подставки, на которую модель крепилась при помощи шурупов и отверстий на днище. Дополнительным украшением подставки является прозрачный пластиковый прямоугольник с названием Lada 2104. Цена на этот вариант ВАЗ-2104 от Bauer невысокая и колеблется в диапазоне от 5 до 20 долларов в зависимости от состояния автомобиля и аппетитов продавца. Каких-то особенностей, которые могут сделать ее дороже в глазах коллекционеров, не наблюдается. Сейчас она представляет интерес в основном для конверсий. На момент ее появления на рынке в 2008 году спрос был немного выше из-за того, что аналогов этого ВАЗ-2104 еще не было среди других производителей. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой.